Доброго времени суток! Сегодня мы с вами попытаемся максимально очистить место на логическом диске C. Для начала посмотрим, сколько сейчас занято места. В данном случае занято 237 гигабайт, свободно 55. Первым делом нам необходимо разобраться, каким способом и какие варианты существуют, чтобы очистить локальный диск. Во-первых, есть встроенное программное обеспечение Microsoft Windows. Если мы нажмем свойства на том диске, который хотим очистить, в данном случае это основной C-диск, то мы увидим такой пункт, как очистка диска. Пока что мы этим пользоваться не будем. В конце покажу. Второй вариант — это очистка диска с помощью дополнительного программного обеспечения, такого как CCleaner. Это тоже в конце. И есть способ удаления файлов или очистки вручную. Для этого нужно сделать ряд мероприятий, которые нам впоследствии помогут освободить свободное место на диске. Первое, что вам необходимо сделать, чтобы очистить место на диске, это самый банальный шаг, это удалить все личные ненужные файлы. Рабочий стол, кстати говоря, это часть диска C, основного логического диска. Поэтому удаление личных файлов с рабочего стола вам непременно поможет. Также на что хотелось бы обратить внимание в этом деле, то что удалять нужно сами личные файлы, а не их ярлыки. Ярлыки выглядят так. Они имеют вот такой вот значок стрелочки, плюс они весят очень мало. Точнее, их размер. Удаление ярлыков вам сильно не поможет. Вторым шагом будет удаление ненужных программ, установленных на основной диск C. Для этого открываем панель управления. Кстати говоря, в Windows 7 и Windows 10 все шаги приблизительно одинаковы. Запускаем панель управления, находим пункт удаления программ или программы и компоненты, выбираем те программы, которые вам не нужны или которыми, по вашему мнению, вы не будете пользоваться. Выбираете и нажимаете кнопочку «Удалить», после чего откроется мастер удаления программы. Кстати говоря, если вы не знаете, что за программа, то удалять ее не нужно, так как вы сможете удалить драйвера, а это будет лишним делом для вас. Это что касалось банальных шагов в очистке диска. Следующий шаг — это удаление архивов программ после их установки. Бывает такое, что вы устанавливаете какую-либо программу, и она разархивируется на диск. Такое бывает в случае установки драйвера AMD или его обновления. Если мы зайдем на диск C, то мы здесь увидим, к примеру, такую папку, как AMD. Здесь все разархивированные установки программы. Они нам не нужны, удаление их не повлияет на работу драйвера, поэтому мы смело удаляем эту папку. Следующий шаг — это удаление временных файлов на компьютере. Прежде чем приступать к этому шагу, необходимо убедиться, что все программы закрыты, такие как браузеры, мессенджеры и другие программы. Открываем проводник.
строке поиска вводим следующую команду. Эту команду я оставлю в описании, чтобы вы могли ее скопировать. Нажимаем Enter и попадаем в панель пользователя. Нам нужна папка AppData. Если вдруг вы не находите этой папки, то нужно сделать следующее. Заходим в панель управления, выбираем крупные значки, находим параметры проводника или параметры папки, как Windows 7. Нажимаем вид, листаем вниз. И вот здесь выбираем «Показывать скрытые файлы и папки на диске». Нажимаем ОК. Возвращаемся обратно в панель пользователя. Включаем папку AppData, Local. Ищем папку Temp на английском. И все, что находится в папке Temp, можно удалить. Если вдруг у вас что-либо не удалится, ничего страшного, просто была открыта какая-либо программа, использующая эти временные файлы. Поэтому она и не удаляется. Далее, временные файлы удалены еще не все. Заходим на диск C, ищем папку Windows, находим здесь всю ту же папку Temp. И отсюда все также можно удалить. Еще раз повторюсь, если что-то не удалилось, то ничего здесь страшного нет. На этом этапе все. Приступим к следующему. Следующий шаг предполагает удаление точек восстановления, которые могут занимать приличное количество места на вашем диске. Но сразу же хочется заметить и сделать замечание о том, что это вы будете делать на свой страх и риск, так как после удаления точек восстановления вы не сможете в последующем, если у вас что-то случится с операционной системой, восстановить ее. Поэтому будьте аккуратны с этим делом. Нам понадобится панель управления. Windows 7, Windows 8, Windows 10 включается панель управления одинаково, поэтому следите за моими действиями. Выбираем крупные значки, находим пункт «Система», слева «Защита системы», выбираем локальный диск C и нажимаем «Настроить». Внизу вы можете увидеть удаление всех точек восстановления для этого диска. Нажимаем «Удалить». Точки восстановления успешно удалены. Еще раз повторюсь, это вы делаете на свой страх и риск. Нажимаем ОК. И еще раз ОК. Также вы можете отключить создание точек восстановления, но крайне не рекомендую это делать. Ну что же, давайте проверим, что у нас получилось после наших мероприятий, то есть очистки диска вручную. А для начала очистим корзину, в которой были удалены все наши файлы. Итак, открываем проводник, мой компьютер. И на локальном диске C жмем свойства, как мы делали ранее. Ну что ж, мы освободили вот столько места. Вспоминаем, сколько было в начале, и смотрим, сколько вышло. Более 5 гигабайт мы с вами очистили. В таком случае можно очистить и освободить место до 200 гигабайт. И это правда. Если же на вашем компьютере много точек восстановления, много временных файлов, в таком случае вам удастся больше, чем мне, освободить место. Ну, теперь немножко поговорим
как я и обещал, о других вариантах очистки диска, о таких как стандартные средства Microsoft Windows. Для этого нам нужно открыть мой компьютер, на диске нажать «Свойства» и нажать «Очистка диска». Какое-то время программа проанализирует возможности, и мы видим такое окошко. В этом окошке указано, что мы можем выбрать для очистки, просто поставив галочку напротив пункта. Хочу подметить, что здесь сразу же пишут, сколько будет освобождено места. Не так уж и много, потому что мы уже вручную очистили достаточно много места. И нажимаем ОК. Сейчас я много места уже не очищу, потому что, повторюсь, уже вручную мы все очистили. Ну вот так работает стандартные средства по удалению лишних файлов и папок с диска C. Следующая программа, которую мы рассмотрим, это дополнительное программное обеспечение CCleaner. Ссылочку на файлик оставлю в описании. Эта программа является бесплатной. Есть, кстати же, эта программа и платная. У нее, конечно же, больше возможностей, но нас устроит и это. Кстати говоря, если вы плохо разбираетесь в английском языке, то мы можем это очень просто исправить. Нажимаем Settings и выбираем язык, который вам нужен. В нашем случае Russian. Возвращаемся в пункт очистка. Выбираем все, что хотим удалить из программ. Так. Свои файлы и папки можно здесь поставить. Очистка свободного места можно выбрать. Кстати говоря, конечно же, будет долгий анализ, но все-таки, может, что-то программа и найдет, что можно удалить лишнее. Все остальное я не рекомендую трогать. Ну, можно еще вот в приложениях выбрать именно, что вы хотите удалить в каждом из приложений. Нажмем «Анализ». Анализ завершен. Ничего такого здесь много весящего незаметно. Но после анализа мы нажимаем «Очистка». И нажимаем «Продолжить». Значит, я не устану повторять то, что мы сделали вручную. Эти программы, что стандартные, что дополнительные, делают все то же самое. За исключением, может быть, каких-нибудь мелочей. На очистку свободного места на диске уйдет какое-то время. Много ли удалится? Я не думаю, что много удалится, но подождем. Ну что ж, очистка CCleaner была завершена. Посмотрим, много ли освободилось еще места. Ну смотрите, освободился еще гигабайт. В принципе, если соблюдать всю последовательность действий, плюс стандартные средства, плюс CCleaner, то мы получаем вот такой результат. Мы достигли результата освобождения места практически в 10 гигабайт. А это неплохо для компьютера, который не так уж и давно чистился. В вашем случае, я еще раз скажу, могут быть освобождено гораздо больше места. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание. Всего доброго.